Здравствуйте. Сегодня я хотела бы поговорить о домовых. Наверное, одна из тем, которая постоянно присутствует у меня в эфирах, да, когда постоянно спрашивают. Еще, наверное, ни одного эфира не прошло просто так. Так вот, о домовых. Ну, первое, да, то есть, что такое домовой? Кто такой домовой? И считается, что это дух дома. Есть, кстати, квартирный, есть банный, это все есть. И этих моментов мы тоже коснемся в других уже видео. Так вот, сейчас про домовых. Кто это такие? Да? То есть это считается дух дома, который оберегает дом, который дает что-то, то есть который помогает. То есть вот именно это роль, его роль оберегать. Это самое главное, какая у него роль. Они бывают разные, они бывают разные по характеру, то есть они бывают со своими какими-то захлебами, это очень часто. Происхождение их разные есть вещи, но я вам скажу так, то есть я не копаюсь слишком глубоко. Я считаю, что это народ, как и все мы, который проживает здесь, и надо его воспринимать. То есть хозяева такие, да, надо его воспринимать, откуда они пришли. То, что они были раньше нас, человечество, это точно. То есть считается там одна из легенд, что это падшие ангелы, и вот те, которые вот когда Бог их скинул, то есть когда он, те, которые попали в дом, они стали домовыми. Другая версия, это у нас покойные наши. Здесь совершенно не соглашусь с этим, вообще даже близко нету. То есть это вот покойные, которые остаются и становятся домовыми, такими хранителями. Не соглашусь, опять же, повторюсь, совершенно. Еще версия, это у нас, что раньше, когда строились какие-то дома, либо вот церкви, да, то есть, ну, сейчас нет, но в церквях такое было, точно знаю. Это когда приносилась жертву, под грунт ложилась какая-то жертва. Сначала это были человеческие жертвы, то есть при там далеком-далеком язычестве, то есть и при, смотря какая вера. Другая версия это то, что у нас животные какие-то точно так же ложились под грунт. Возможно, так раньше было, сейчас нет. То есть для меня это определенный все-таки народ, который распространяется. То есть это то, что вот для меня дух такой народ, да. Ну а так как мы сейчас очень часто их видим, слышим и чувствуем, хотя раньше они точно так же были, но сейчас мы более интенсивно на это обращаем внимание. Я скажу так, что это как члены семьи, опять же, да, как вот люди, которые живут, просто мы их многие не видим, но опять повторюсь, в нашем времени мы сейчас начали видеть все это. Какими они бывают, то есть образ домового. Может принимать любой образ, может принимать животного, то есть если вы видели комочки, которые не быстро передвигаются, не со скоростью, а которые двигаются, да, там, либо это существа такие, как тень, там полуметра или метр может быть, да, либо же они могут похожи на наших кого-то близких быть, то есть тоже мы можем это увидеть. То есть и почувствовать очень хорошо, то есть они могут принимать любой образ. Настоящий же образ достаточно такой не красивый, я бы не сказала, да, то есть это тоже такое дело. То есть это большое существо, похожее на медведя, то есть, ну, у которого, к примеру, там один глаз, да, то есть есть рожок небольшой, очень такая густая шерсть, медвежья, я бы так еще сказала, черный, либо темно такой коричневый цвет, рыжеватый такой цвет, да, то есть вот это вот настоящий образ, то есть не очень красиво. Такой образ может показываться очень редко, то есть и людям тоже в основном это из хозяев и может показываться. И когда ты видишь настоящий вот этот образ, у тебя отсутствует чувство страха вообще. То есть в основном это бывает, он когда разбудит, то есть ты его можешь увидеть. То есть, но чувство страха отсутствует. Абсолютно. То есть поэтому и он идет на это, то есть показать себя вот так вот, когда ну, как бы убирает вот этот страх, потому что он тоже очень многого делает со страхом. Так, теперь смотрите, что еще я могу сказать. То есть, опять же, спокойными не связано вообще. Так как у нас вот кошки, про кошек говорят, что кошки часто очень видят. Да, кошки видят, потому что кошки у нас являются проводниками, и они их хорошо видят. Собаки чуют. Вот видеть как кошки они не видят, но они чуют их точно так же. То есть это же все равно какая-то энергетика, которая двигается, которая работает. С домовыми надо быть поосторожнее. У нас сейчас в интернете очень много распространено различных вещей, которые говорится, как узнать, у тебя есть домовой или нет. То есть этого не нужно делать, не надо показывать лишний раз, что вы вот настолько открыты к нему. Потому что тогда он действительно почувствует себя не просто хозяином, а он начнет вас гонять. Еще вот смотрите, то есть что домовой любит у нас? Домовой любит у нас покой, спокойствие, уют.
Домовой любит, когда делается уборка, будь то энергетическая уборка, либо генеральная нормальная уборка, да, полы мыть и все остальное. Он это очень любит. И он любит, когда ему все равно даются какие-то, преподаются какие-то подарочки. То есть подарочки в смысле того, что вот там поставить блюдечко с едой, да, ставится это на какое-то место, которое не кидается в глаза. К примеру, там высоко на холодильник, у кого холодильник, либо в кухне есть полки высокие, туда ставится, на шкафы куда-то. Ставится часто очень блюдечко, я делаю это именно блюдечко с вареньем, то есть блюдечко с молоком, с краю вареница, либо конфеты, но еще если вы что-то постряпали, тоже любители такого. Теперь не ждите того, что вы вот там придете, и это будет пусто, что он съест. Не забывайте, что у него нет именно материального, физического тела. А вот энергия вот этих вещей, она берется. И если вы это будете делать, то есть вы заметите такую вещь, как что там, например, молоко не прокисло, а высохло, да, к примеру, либо же там конфета, она у нас просто высыхает, да, нету плесени, там, либо вот продукт какой-то, нету плесени, понимаете, то есть это вот как раз это вот забор этой энергетики. Еще, когда вы переезжаете, желательно его с собой брать, потому что он привыкает к вам на самом деле, то есть и если вам было там хорошо в этом доме, то желательно его с собой брать. Разные вещи бывают, то есть можете его в сумку, я делала так, то есть я кидала тапочек, говорила: дядька домовой, пошли со мной. То есть брала потом этот тапок с собой и просто привозила домой и говорила ему потом: вот твой дом. Все, то есть вот это вот. Бывает еще такое, что в доме уже был, если вы покупаете какой-то дом, и хозяин старый его не забрал, в доме уже этот домовой существовал. Тогда надо будет, и вы забрали еще своего. Они могут ссориться, тогда они могут спорить. Точно так же, то есть когда, как говорится, как два хозяина в одном доме, это сложно. Поэтому надо с ними договариваться, то есть прям вот я так грубо говорю, садить их и говорить там: у тебя вот эта половина, у тебя вот эта половина, да, то есть и давайте-ка, так как мы в одной семье, все-таки мы семья, давайте-ка эту ситуацию разрешим. Домовые бывают по возрасту, кстати, разные, то есть бывают и молодые, и старые, то есть это тоже бывает. Кстати, старые довольно ворчливые. Они могут будить, если они любят хозяев, они могут будить их, чтобы человек, например, не проспал. И это тоже есть. То есть там может быть звук там будильника, да, либо по имени вас могут позвать, либо иногда по лбу погладить, да, то есть такое может быть. Это хороший знак, это говорит о том, что он вас уважает и он вас любит. Точно так же может быть, что где-то там среди ночи вы услышите вдруг свое имя. То есть если это не галлюцинация, потому что у нас мозг очень так играть любит с нами, но вы можете услышать свое имя, тогда можно спросить, если вы хотите к добру или козлу, то есть можете это спросить, но если вы не боитесь. То есть и он тогда отвечает. То есть он может свистом ответить, либо тишина. То есть если свист, то это к плохому, если тишина, то это к хорошему. Чтобы вы тоже это понимали немножко. Но не играйтесь лишний раз, да, не надо все-таки. Теперь, что еще я могу сказать именно по поводу домовых? То есть домовые вообще очень хорошее существо. И если вы, когда бывают дома, в которых нет домовых, то есть здесь что у нас происходит? То есть тогда приходишь в дом, и вдруг там вроде бы чисто, хорошо, все, да, вот, но неуютно. И у тебя ощущение, что хочется уйти отсюда. Вот просто-напросто. Вот тогда это говорит как раз о том, что в этом доме нету домового. Бывает это такое, если дом построен на нехорошем месте. То есть место, которое, к примеру, было когда-то кладбищем. Вот тогда надо смотреть, что в этом доме может быть, кроме там какие-то сущности могут находиться, не связанные вообще с домовыми никак. Вот, поэтому здесь, пожалуйста, аккуратнее, посмотрите, то есть все это проделайте. Еще такой момент, это когда у нас светят дома и считается якобы, что выгоняют всю нечистую силу, а домовую то считается нечистой силой в какой-то степени. Это не так. То есть что у нас происходит здесь? Наоборот, то есть происходит очистка пространства, и ему легче становится жить, ему хорошо становится. И точно так же вы сами должны делать хотя бы время от времени, вы должны делать чистку дома, энергетическую. То есть свечи, святая вода, все что угодно. Да? То есть кому как удобнее. Вот, потому что очищать, мы всегда приходим домой, мы выплескиваем, возможно, какую-то энергию, которая негативная, ему это не нравится. Поэтому это нужно делать время от времени. Еще такой момент, могут ли, потому что в некоторых домах сущности все-таки существуют, да, к примеру, это у нас там, ну, как считается, души неупокоенных. Хотя тоже я к этой теме немножко по-другому отношусь. Ну ладно, я тут расскажу. Могут ли они находиться вместе? То есть, например, домовой и душа неупокоенная. Могут.
Могут абсолютно, я бы сказала так, такое ощущение, как будто они вообще друг друга не видят. То есть здесь все хорошо. Что не может находиться в доме с домовым вместе, то есть и домовой уходит, это когда в доме есть полтергейст. Вот полтергейст, это, вы знаете, шумный дух, это с домовым не связано совершенно. Абсолютно. Полтергейст, если домовой у нас привязан к дому, полтергейст у нас привязан к хозяину, к человеку, понимаете? И поэтому, сколько бы там человек не переезжал, полтергейст будет ходить с ним. То есть, поэтому, чтобы вы тоже это знали. Ну, тем полтергейстов мы тоже еще коснемся, да, чтобы вы понимали, поэтому не переживайте. Тем у нас будет много, не хочу слишком много рассказывать, слишком большую информацию давать, чтобы вам не было скучно. Но я думаю, самое необходимое я вам рассказала. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях, с удовольствием на них отвечу, возможно, не сразу, но отвечу, либо сделаю, опять же, какие-то видео. Так, мои хорошие, это было у нас видео про домового, то есть я немножко так рассказала вам, чтобы вы понимали. Не пытайтесь играть, не пытайтесь экспериментировать, да, то есть не пытайтесь там что-то делать, узнать, есть у меня домовой или нет. То есть, в принципе, он есть везде, если только вам не кажется, что у вас дома очень холодно, пусто, и вам не хочется домой возвращаться. То есть в доме, где есть домовой, всегда хочется вернуться. Чтобы вы это тоже знали. Все, мои хорошие, на этом все. Хорошего вам дня, вечера, утра. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки. Буду рада только этому всему. Спасибо вам, дорогие мои. До свидания.